Здравствуйте, мои хорошие. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я Екатерина Варади, его создатель и ведущая. Сегодня прошло 111 дней после ухода от нас нашего младшего сына Ивана, Вани. И сегодня я отвечаю на такой непростой вопрос. Что если иногда мы чувствуем беду раньше, чем она приходит? Собственно, этот вопрос мне задала одна из наших зрительниц нашего канала, Лариса. Если Лариса меня слушает, то я приветствую. И этот вопрос она задала мне его несколько дней назад, и этот вопрос меня заставил, на самом деле, достаточно много об этом думать. Можем ли мы доверять своим предчувствиям, да? Можем ли мы почувствовать то, что происходит с нами заранее? Я вообще не могу сказать, что я знаю ответ, но тем не менее в моей жизни были ситуации и случаи, да, с какими-то ощущениями, которые я не могу, на которые я не могу ответить, не могу найти ответ, вот, что это было. И самое страшное, что были вещи, да, которые были связаны с Ваней. Вот это вот будет главная, основная тема нашего сегодняшнего разговора с вами. Я говорю сразу всегда главное содержание, чтобы тот, кто пришел впервые, могли понять, хочется им остаться здесь или нет. И опять же, для тех, кто пришел первый раз, я хочу сказать важную вещь, потому что когда вы приходите в первый раз на канал о горе, то вас может покоробить то, что я, например, не нахожусь в трауре. Это сознательная позиция, потому что у меня Ваня очень яркий мальчик был, и я уверена, что остается. Он очень цветной. Он всегда очень любил, чтобы я была одета красиво, чтобы у меня был хороший маникюр, чтобы... То есть ему это прям доставляло эстетическое удовольствие. И я просто чувствую, что я и на похороны попросила всех траур не надевать, и сама надела яркое платье, потому что я его провожала в Царствие Небесное к Господу нашему, и носить траур посчитала неуместным в данном случае. Я верующий человек. Я стараюсь говорить обо всем со своей позиции, но также не считаю, что она единственная правильная, и никого не пытаюсь переубедить и обратить свою веру. Мы просто разговариваем, и я очень хочу думать, что это наше сообщество, которое помогает друг другу. То есть очень часто, вот вы видите, темы даете мне вы. И второй момент, который тоже важно сказать. Я Ваню называю очень часто Ванькой. И я понимаю прекрасно, что есть люди, которых это может тоже покоробить, потому что их ушедших могли также звать. Или вообще, ну, с точки зрения русского языка, это действительно такая пренебрежительная форма, да, Ванька, что там Ванька. Вот, у нас в семье было просто совершенно по-другому. У меня Ваня конкретно очень сильно не любил, когда я его называю Ваней. Он мне всегда говорил: мама, когда ты мне говоришь Ваня, это значит, ты меня будешь ругать. Поэтому, пожалуйста, зови меня Ванькой. Вот, и у нас такая семья в этом плане очень забавная, в том плане, что это совсем не по теме, но такой маленький, веселый, прежде чем будем разбирать сложную тему, такой маленький смешной эпизод. Вообще у нас как-то в семье все друг другу дают прозвища разные, ну, не всегда, да, я про свое прозвище не знаю, там, ну, например, вот Ванька прозвал Сашу Лосяшем. Вот, Саша долго и безуспешно против этого выступал, сопротивлялся по-всякому, совершенно не помогло, потому что Ванька как называл его Лосяшем, так он его Лосяшем продолжал называть. В общем, кончилось дело тем, что у Вани в телефоне Саша был как Лосяш, и мы в семье стали говорить: звонил Лосяш, пришел Лосяш. Саша с этим абсолютно смирился, и теперь он вспоминает об этом с умилением. Вот. А Ванька у нас жутко любил, когда я на него ругалась, знаете, ну так беззлобно, то есть не когда мы всерьез ссорились, а вот когда беззлобно он что-то делал, я вот там говорю: вот изверг, вот как тебе не стыдно, вот такое, знаете, в такой тональности. И он очень любил, когда я называла козлом безрогим. И каждый раз, когда я ругалась и забывала это в конце прибавить, он говорит: мама, ну что, еще кое-что осталось, ты что-то забыла. Я говорю: козел безрогий, о, вот теперь хорошо. То есть, вы понимаете, это характер моего сына, он таким же остался и после ухода, я это чувствую, да. При этом, например, Саша не любил его, когда его козлом безрогим обзывали. Поэтому, а тут, представляете, Саша переехал, со мной остался Ваня, я с ним все время, и тут, когда приходит Саша, я могу оговориться, да, я его теперь уже заранее тогда предупреждала, я говорю: Саша, ты, ради бога, прости, меня Ванька просто приучил. Я ничего плохого не имею в виду, но просто вот
Так сложилось. Вот, то есть у нас семья в этом плане такая забавная, у всех чувство юмора свое, оно есть, и мы постоянно там всегда смеялись, хулиганили и подтрунивали друг над другом. И, в общем, на самом деле, я очень надеюсь, что скоро это вернется, потому что я вот Ваню ощущаю рядом, и мне кажется, что ему это очень понравилось. Вот, и сегодня я вот отвечаю, я, знаете, настолько много хотела всего вам сказать, что я даже себе краткий план написала, потому что я знаю, что меня уносит, как правило, я растекаюсь мыслью по древу, вот, и боюсь что-то важного не сказать. И вот смотрите, вот я не знаю, как это назвать. То есть это можно назвать способностью, какой-то внутренним голосом, интуицией или еще чем-то. Но реально у меня бывает иногда, ну, какое-то, как вам сказать, общее ощущение чего-то грядущего. А, Иногда это бывает ощущение, ну, света, вот такого, знаете, света легкости. То есть, когда ты ощущаешь, что что-то хорошо, но ты не знаешь никогда по поводу чего вот это ощущение есть. А, а, и на- э, но вот это, и бывает прям вот очень плохо. Вот конкретно говоря, я недавно сказала, значит, тоже вот, что, какая у нас семья, да, я с Сашей по телефону разговариваю вчера. Я говорю, Саша, у меня что-то такое предчувствие, как будто, знаешь, я говорю, затишье перед бурей. Причем это касается не нашей семьи, а как будто бы всей земли. Он мне говорит, так, вот зачем ты мне это сейчас сказала? Я говорю, слушай, ну поделиться хочется, кому же я буду говорить? Вот на своем YouTube-канале и рассказывай. Хоть я пусть это не слышу. Но это с юмором было сказано, естественно, с ехидством таким. Но действительно, у меня вот такое ощущение, я с этим ничего не могу поделать. Причем, знаете, лучше бы я его вообще не чувствовала этого всего. Потому что совершенно это не в радость. Потому что ты же не знаешь, о чем речь. И как бы вот все время неприятно. Вот. Но вы знаете, есть, опять же, разные предчувствия. То есть, посмотрите, есть предчувствия, вот ощущения, да, которые можно изменить. Например, там вот стоит на краю стола чашка, ты проходишь и думаешь над тем, вот прям у тебя прям приходит мысль, что эта чашка может упасть и разбиться. Причем вполне может быть, что эта чашка не стоит на таком месте, которое однозначно вызовет падение, да, и она, тем не менее, вот ты, если этого не сделаешь, ты думаешь, мне сейчас некогда, потом, или там лень, или еще что-то. В этой ситуации, когда чашка разбивается, да, и это было то предчувствие, которое было конкретно, ты мог его изменить. Или там, я не знаю, там категорически не хочется куда-то ехать. Вот тебе категорически не хочется куда-то ехать. Но здесь уже сложно, потому что если у тебя уже куплены билеты, то реально очень трудно от этого отказаться, потому что ну, мы все живем в мире, как бы, когда у нас определен отпуск, когда мы все купили заранее. И вот если у тебя возникла такая мысль, мало кто способен от этой мысли отказаться. То есть вот честно вам сказать, скорее я бы чашку взяла все-таки как пример того, что можно что-то изменить. Вот, ну, или, например, когда ты видишь человека, и что-то тебя в нем настораживает. То есть вот что-то такое ты не можешь понять, он все говорит правильно, улыбается, и все. Но есть какое-то внутреннее чутье, ощущение, что тебе с этим человеком не по дороге. Вот это не значит, что на этого человека надо плевать, это значит, что ты с ним можешь продолжать совершенно спокойно общаться. Но, например, в бизнес с ним вступать не надо, или в какие-то вот финансовые дела с ним вступать не надо, потому что это может привести к плохому. То есть в этом плане, вот у меня муж говорит всегда, нужно слушать свой внутренний голос. Это вполне может быть, что никак не объясняется там никакими небесными делами, просто у человека есть жизненный опыт. А есть у кого-то действительно развитая интуиция. Вот с этим, опять же, ничего не поделаешь. Вот. И у меня был такой очень интересный случай, ну, я же художник, вот, и когда-то я рисую совершенно спокойно, ну, обычные там пейзажи, там, людей, животных, в общем, всякие сюжеты. И вдруг в какой-то момент, это было до начала войны, это был 21 год, где-то, наверное, октябрь, я вдруг, совершенно по непонятной мне самой причине, написала картину. Ну, насколько это картина, ну, картина или рисунок, не знаю. Ну, в рамку, если повесить, то будет картина, но она пока без рамки. Акварелью, причем достаточно сложный сюжет. Я такие раньше акварелью вообще не рисовала. И там сюжет такой, я покажу вам эту картину, если получится у меня все загрузить. Там идет красивая молодая девушка по подиуму, она спиной к зрителям,
красном платье, в красных туфлях на высоких каблуках. Она идет, и на нее, вот у меня была идея, нацелены камеры, то есть люди, огромное количество журналистов, которые на нее нацелены, фотографируют. И как в тот момент, когда я стала это исполнять, ну, сначала же делаешь эскиз, я поняла, что людей оттуда надо убрать, и нужно сделать просто безликие камеры, которые уже в этой ситуации начинают напоминать не камера, а как будто бы дуло, да, дуло разных оружий, разного вида оружия. И потом я стала рисовать, и потом навстречу, вот женщина уходит вперед в луче таком софитов, со всех сторон, вот на переднем плане, эти самые камеры, фотокамеры, а навстречу идет война, то есть там взрывы, взрывающиеся здания, бегущие военные, к нам бегущие военные, военные вертолеты. Причем, чтобы вы понимали, я вообще не в военной теме, и политику я не смотрю принципиально, и не смотрю новости, потому что, как правило, о важных новостях меня есть кому проинформировать. Вот. И тем более я не разбираюсь в военной технике. И когда частично я посмотрела, конечно, на интернете, как вот солдаты выглядят, когда бегут, потому что, ну, любой художник, он не может из головы просто это взять, особенно если тема незнакомая. Вот. И я нарисовала военный вертолет. И мне Саша, старший сын, который у меня прям все знает по технике, он мне звонит, когда я ему показываю, и говорит: слушай, а ты специально русский военный вертолет нарисовала? Я говорю: так я понятия не имею, какой-то нарисовала, я не знала, что он русский. Нет, говорит, русский, он назвал даже тип. То есть я, прикиньте, даже тип написала этой картины. И эту картину я выложила, я не помню где, вот я сейчас не могу найти, потому что у меня есть старый аккаунт по Инстаграма, и я его уже не использую 1000 лет. Я то ли это в Фейсбуке, то ли в Инстаграм, то ли в ВКонтакте, я уже не помню, но назывался пост так, что война смотрит тебя в глаза. И содержание было такое, что ты можешь концентрироваться на радости, ты можешь смотреть на красоту, ты можешь заниматься повседневными делами, но война уже смотрит тебе в глаза. Война найдет тебя, когда нужно, и ты не сможешь от нее спастись. И мне знакомые тогда, помню, говорили: Катя, о чем ты вообще? Войны-то никакой нет, и рядом, и ничего. Я говорю: не знаю. Вот я правда не знаю. После этого я еще пару работ написала, связанных с войной. Я не понимала, в чем дело. Поняла это только, когда началась война, реально в феврале, да, 22 года. И после этого у меня была серия таких картин, достаточно тяжелых. Вот, знаете, тоже вот та история, когда я просто не могла остановиться. То есть такое ощущение, что кто-то водил моей рукой, то есть у меня зарождался сюжет. И вот это ощущение внутреннего, знаете, вот, ну, никогда тебя тошнит, потому что это не такое чувство, но ощущение, что ты должен это из себя выплеснуть. Такое же у меня было во время ковида, когда я написала такой триптих по ковиду, за что меня чуть не съели в сообществе художников. Сказали, что типа нечего своими негативными эманациями вредить публике, ну, как бы такое ощущение, что люди не понимают, что когда ты не можешь это не написать. То есть дело не в том, что ты ставишь себе цель. Она в тебе рождается, и пока ты не напишешь, ты не можешь спать буквально. И вот с теми картинами была та же самая история. То есть я эти картины писала, и были такие работы, про которые мои дети боялись зайти в комнату, пока они там висели. То есть, ну, настолько, да. Там действительно были очень страшные работы. И, собственно, у меня дальше есть работы в уме этой серии. Там 3 работы или 4 я создала. По-моему, одну я продала, хотя не хотела. Ну, люди там очень просили. Вот 3 осталось. И я хочу еще дорисовать, но пока у меня вот такая ситуация в семье, мне сейчас не в состоянии, это потому что это очень выматывает, вот, когда ты пишешь такие работы. И потом был очень тоже интересен момент, вот как это все передается, да. Извините, это сейчас не про Ваньку, не про нашу тему, но это все равно с этой темой связано очень сильно, вот это предчувствие, да, ощущение. Я написала 4 пейзажа и не дала им название, назвала их 4 сезона. И когда я писала эти работы, я писала их про войну. То есть сначала весна, потом лето, потом начинается огонь, горит дерево, и потом мы видим дерево как будто бы зимнее, но на самом деле оно обугленное, на такой обугленной почве. Это тоже была акварель. И мои работы эти выставлялись в Америке, в Сан-Франциско. А надо понимать, что у них там вообще пожары частая история. И мне было очень интересно вообще, что они считают из этого. Потому что, ну, реально висит 4 пейзажа, ну, сгоревшее дерево. И, слушайте, меня совершенно поразило, что американцы подходили и буквально мне рассказывали то, о чем я думала, когда я рисовала. То есть у меня мурашки бегали по коже, как они бегают сейчас, когда я рассказываю. И, в общем-то, я понимаю, что с тех пор, и не только с тех пор, я раньше это видела, вот
то, что многие материалисты говорят ерундой, что типа хватит себе забивать голову, перестаньте думать, ваш умер, ваш сын умер там и так далее, и все в могиле. Когда ты встречаешься с такими вещами, ты начинаешь понимать, что оно не так. Просто не так, даже если ты не верующий ни во что. Но откуда-то же люди это считывают, да, и это нет, на мне не было написано, что эти картины о войне. Название называлось «4 сезона». И то есть какой-то есть канал, которым художник связан с небом, да, потому что откуда-то я начала писать военные работы в октябре, когда никто об этом не говорил даже. Вот. И мне это не доставляло радости. То есть надо сказать, что да, эти работы выставляла. Кстати, они там все практически получили там кучу призов, но я их не продаю, потому что это для меня как бы памятник времени, да, потому что пройдет время, мы забудем, как, к сожалению, забыли и Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Вот. Но для меня это будет как документ эпохи. Но какая-то связь существует, причем связь между людьми на каком-то не вербальном уровне, то есть на каком-то ментальном уровне. Поэтому я говорю, что это в тему предчувствий, да. И в обычной жизни как бы у меня вот это ощущение предчувствия, оно следующим образом проявляется. Слава богу, не каждый день, и слава богу, только иногда. Но вот, например, когда есть какой-то у мужа моего бизнес-начинания, он придумал какой-то проект, я прямо вот чувствую, что этот проект не пойдет, хотя чисто внешне все выглядит очень хорошо. И я не могу, понимаете, здесь вот тоже вопрос, когда ты начнешь говорить человеку, который воодушевлен, что я там вот чувствую, что это не так, то в какой-то момент тебе скажут, хватит мне там заранее каркать. Но прям вот были ощущения, они никогда меня не подводили, вот правда. Сейчас уже у меня муж начал слушать, потому что я ему говорила об этом, и он увидел, что во многих случаях это работало. Или наоборот, например, бывает ощущение полное, когда что-то делается, казалось бы, нелогичное, и в котором вообще нет никакого смысла. Прямо ощущение попутного ветра. Вот я так открыла, например, художественный клуб, который я буквально, у меня муж все время хотел меня вернуть в компанию, когда я стала рисовать в бизнес, а я не могла просто, я не могла. И я еще до открытия галереи, я открыла художественный клуб, когда он сказал, ну надо же зарабатывать деньги вместе. И я буквально за неделю придумала концепцию, нашла себе помощницу, и уже через неделю у меня народ пришел. Я ни одной рекламы не давала в Фейсбуке. У меня было полное ощущение, что это вот попутный ветер. И до сих пор наш клуб бодр здравствует и развивается очень хорошо. Вот. И та же самая история у меня с церковной школой была. Или вот, например, с галереей. Когда я придумала идею галереи, муж меня вообще не понял. Потому что бизнес и галерея – это два совершенно не стыкующихся компании, если ты не отмываешь деньги, если ты не обладаешь дотациями там, от государства. Сын у меня начал, старший Саша, со мной работать, как бы, ну, ему интересно было, но, по-моему, он тоже не верил. Дело все в том, что у меня была определенная концепция, которую они не до конца понимали, а я не могла до конца объяснить. Но у меня было полное ощущение тоже попутного ветра. И да, нашей галереи уже там 4 с лишним года, она развивается очень здорово. Мы настолько стали уже известны в определенных кругах, потому что мы устраиваем международные выставки. То есть я до сих пор чувствую, что нам надо плыть туда. Хотя это не значит, что мы зарабатываем много денег. На самом деле, пока галерея только потихоньку выходит в ноль. Но это и не такой бизнес, который может выйти сразу. Но зато там есть огромные возможности для построения сообщества, для выражения любви, для поддержки художников. То есть там много всего есть. Вот это вот мои ощущения. Вот они меня как бы действительно подталкивают. И самое, знаете, вот есть очень прикольная тоже с этими ощущениями связанная идея. Это просто, опять же, анекдот не совсем анекдот, это реальная история, да, ну, из моей жизни. Ну, как я говорила, кто новый, тот не знает, я веду воскресную школу, на самом деле она субботняя, для детей, там они приходят разные веры, разных возрастов, разных вообще, кто ни во что не... То есть просто мы общаемся, я рассказываю что-то, да, что о вере, но, в принципе, мы там ведем дискуссии о жизни полноценные, мы учимся рассуждать, философствовать друг друга, не оскорблять и так далее, и летом я организую лагерь. И вот к нам один раз приходит семья, еврейская женщина с 3 детьми, очень заботливая мама. Она видит меня в первый раз в жизни. Она увидела нас впервые на рождественской елке, которую мы организовывали. Там играли актеры, то есть все. Она нас увидела впервые и привела нам всех детей. Там дети у нее были, там, скажем, 12, 13, 14. Вот так, девочка и младшая, и 2 старших ребят, мальчишек.
Вот, она ко мне пришла на родительское собрание первое. А надо понимать, что наш лагерь – это вообще неофициальная история, то есть это от церкви, ну, там нет никаких договоров, ничего, то есть вот все на честном слове, реально. То есть сидит такая тетя Катя, да, и родители сдают деньги, она частично финансируется церковью, частично мной, частично родителями. И детей сдают мне на 2 недели, и типа, и вот представляете, приходит такая мама, ну ладно, кто у меня учится, она меня видит первый раз, она меня спрашивает: Катя, а вы не могли бы мне дать свою дату и время рождения? Я думаю, ну у каждого из нас свои тараканы в голове, это не тайна, я ей дала. Она говорит: хорошо, я подумаю насчет лагеря, и там через 2 дня она звонит и за всех детей выплачивает всю сумму. Потом она рассказала, что она занимается какой-то китайской метафизической системой древней, и в общем она сделала натальную карту на меня и поняла, что на меня спокойно можно отдавать детей, потому что они у меня будут как у Христа за пазухой, типа ее этот самый. И потом она еще моей семье сказала: у вас, Катя, говорит, ангел-хранитель. С тех пор я совершенно бесстыдно этим пользуюсь. Когда они что-то вякают, я говорю: кто у нас в семье ангел-хранитель? Вот будьте добры слушаться. Вот, и мы очень часто хихикаем по этому поводу. И вот если возвращаться к теме, да, нашей более мрачной, к сожалению, да, это по поводу Ваньки, я достаточно долго ничего не чувствовала. То есть когда у него появились первые симптомы, что вот болит спина, болит что, у меня, знаете, как будто случилось помрачение. То есть я так понимаю, что, видимо, внутренний страх был настолько сильным, что я пыталась объяснить все симптомы, ну, каким-то вот случайным совпадением. То есть, ну, грубо говоря, у него сначала начала болеть спина, ну, понятно, он занимался самбо, он падал несколько раз на спину, у него в 11 лет был удар, и потом у него начались затруднения с мочеиспусканием и со стулом. Тут я уже, конечно, испугалась, и мы пошли к врачу. Причем к врачу, который очень хороший специалист, которого мы знаем очень хорошо. Он сделал ему рентген, там ничего не увидел. И в связи с тем, что он посмотрел его спину, а Ванька высокий, 196 сантиметров, я все время ругала его за осанку, потому что он ходил вот с головой вот так вот. Потому что, ну, все люстры его, да, он проходил и головой сносил, это делал все. Вот, и он ему говорит, еще Ванька не сказал ему, где что у него болит, он говорит: слушай, ты держишь неправильно голову, из-за этого у тебя неправильное распределение веса, и у тебя болит вот тут. Ткнул вот ему в спину, говорит: там болит? Ванька говорит: да. Ну, говорит, все понятно, рентгены показывают, вот тут вот искривление позвоночника, тебе еще можно это изменить. Дал нам координаты лечебного женщины, которая занимается специальной лечебной физкультурой, и Ванька к ней стал ходить. И у него за очень короткое время появилось облегчение большое. И ему еще сказали: у тебя психосоматика, то есть у тебя вот эти со стулом, у него была сессия, да, первый курс, он психовал много, у него было очень большое желание, чтобы у него все получилось, потому что он же ходил в русскую школу, венгерский он учился с репетиторами, и поэтому всегда все равно первый курс для всех проходил сложно. Потом уже начиналось вообще элементарно Ватсон, и дети становились настоящими билингвами. И он, конечно, психовал. И как только он сдал сессию, у него все это прошло. И практически вот 2 месяца, почти 1,5, то есть июнь-июль, он съездил в лагерь еще наш, все было как бы хорошо, то есть улучшилось, прям реально улучшилось от гимнастики. А потом опять началось ухудшение, и наша врач-гомеопат сказала: слушайте, ему надо сделать этот МРТ, потому что она врач профессиональный. И мы назначили ему обследование, которого достаточно долго ждали, потому что нужен был хороший прибор и хорошие специалисты. Частных было много, но они такие были под вопросом все. И, в общем, мы ждали, и уже в тот момент я как бы, знаете, у меня страх был. Ну, страх у меня с детей был всегда. И вы знаете, потом, когда ему определили опухоль, еще тоже я не помню, я помню, что у меня был какой-то животный ужас абсолютный, потом было некое облегчение, что они не могут понять, что это, то есть однозначно, они не могут сказать однозначно, злокачественно это или нет. Вот, и в какой-то момент у меня появилось, знаете, ощущение, что я не могу сказать, чтобы я видела Ванькину смерть. Я видела, что у него нет места в будущем. Вот это совершенно абстрактное ощущение, просто вот ощущение, ты не видишь его пути. Оно в связи с тем, что я как бы не сказать, что я вижу пути всех, то вполне можно было списать это ощущение на то, что вот у меня впервые ребенок за всю жизнь из 2 детей впервые кто-то серьезно заболел. И я с этим чувством, естественно, боролась.
То есть я никоим, то есть я сделала все, я легла всеми костями, чтобы мой ребенок получил лучшее решение. Я ходила по всем знакомым, я там оббивала все пороги, я это изучала всю информацию. Подробно я об этом рассказываю на втором канале. Мы нашли в Германии лучшую клинику. Там я все проверяла, все смотрела. До сих пор я уверена, что и подтверждаются эти вещи, что неправильно его лечили не от того, что там не опухоль была, потому что как в результате он умер от сепсиса бактериального, а бактерия была с самого начала, и его просто не лечили. То есть, ну, вот ужас, кошмар весь был все это время. И у меня было полное ощущение, знаете, вот стены, которая вокруг, во-первых, чего-то темного, которое на нас, над нами нависает. Естественно, я никому об этом не говорила. Вам впервые говорю, ну, родителям говорила в семье, но вот так вот высказать впервые на публику, это было впервые. Я делала все возможное, то есть я полностью оставила все, всю работу, клуб, церковную школу, все закрыла. На это время уехала с Ваней. Даже когда не уехала, еще все равно я за ним все время ухаживала, потом ему уже нужно было делать перевязки. Вот. И я настолько протестовала против этого внутреннего чувства, что я назло всему покупала Ваньке все вещи на будущее. То есть красивые вещи, которые он любит, яркие такие, какие-то молодежные брюки, ботинки, там это самое, мы всем согласовывали, все, что ему нравилось, я покупала. Но у меня было непрерывное ощущение, что ему не придется это носить. И в какой-то момент приехал Саша и сказал: слушай, какие классные ботинки, мы носим скетчерсы, а у них разный выбор в разных странах. То есть в Венгрии нет того, что есть в Германии. Он говорит: слушай, закажи мне такие. Я сказала: обязательно закажу. Но в связи с тем, что я тоже там моталась там по больницам, то все, я забыла, какую модель. Я по внешнему виду я не могла определить. Там я Ваньке несколько видов заказала, а в Саше понравилось там 2 из этого. И я думаю, ладно, Саша приедет в следующий раз, и я ему куплю эти ботинки. Вот. И Саша в следующий раз приехал, говорит: мама, ты мне заказала ботинки? И тут я совершенно неожиданно для себя говорю: подожди еще, может быть, ты Ванькины поносишь. Потому что неизвестно еще, как там у него что. И потом я, знаете, я так плакала потом, когда я сообразила, что я сказала. Я думаю, как же я могла. Но это было совершенно вне моего желания. То есть я была в таком состоянии, что я думаю, ну как это что, ну, я пыталась себя утешить, что я как бы не то имела в виду совершенно, но вот это, знаете, внутреннее вот это чувство, оно было внутри. И потом, когда Ваню забрали в реанимацию, вот уже когда до его ухода, мне сказали, что мы вас часа через 2 вызовем, вы это самое, подождите, мы сейчас просто пока разберемся с ним, там не нужно вам присутствовать, а потом мы вас вызовем обязательно. И вы знаете, я вышла на улицу, была такая погода весенняя, ну это 1 мая, да, было, погода весенняя, я выкурила сигарету, я не курю в нормальной ситуации, но вот под этим стрессом я до сих пор не курильщик, это просто вот как бы, знаете, снятие стресса, я даже не вдыхаю дым, но вот как бы вот это вот ощущение, что руки заняты и как-то мысли освобождаются. И вдруг у меня приходит такое четкое, что надо срочно бежать в палату, потому что за мной может прийти, а прошло там 20 минут. Я иду в палату, и тут же входит медсестра, говорит: пойдемте, нужно идти срочно к Ване. Ну, и тогда мне уже сказали, что он уходит и так далее и тому подобное. Но самое интересное, что я была в тот момент уже абсолютно уверена, что так будет. И вы знаете, вот это действительно очень такая как бы грустная часть, да, что я вам рассказывала, но увидите, что я рассказываю это без слез. Раньше бы я не смогла этого сделать, совершенно точно. До сих пор я не знаю, что вот это было. Это было предчувствие, интуиция. Надо сказать, что вот честно я вам могу сказать, что людям без этого живется намного проще. Потому что все время на протяжении всего мы не просто лечились у врачей, да, то есть мы еще пытались, когда увидели, что врачи проседают, то есть нет улучшения. Есть такая система китайская цигун, она такая энергетическая система. Ванька ходил на нее еще когда мы были в Будапеште. Она очень ему помогала, она расслабляла очень хорошо, как бы улучшала такое состояние, уменьшала усталость, уменьшала боли. Но у них есть такое обучение, да, и вот человек номер 1 на земном шаре – это Ксу Минтанг, который живет в Китае, но он преподавал в Гарварде, преподавал где-то в Великобритании в крупном. То есть это человек-звезда в том плане, что он исцелил огромное количество людей. Он сам из медицинской династии, но он лечит вот именно вот
тебя не трогая. И он лечит в том числе онлайн, к чему мы очень скептически относились сначала. Но знаете, когда у тебя ребенок в таком состоянии, ты уже готов, в связи с тем, что там он не призывал никаких богов, и ничего там не было, а там чисто вот это у них там по меридианам, вот это все при акупунктуре, которая. И вы можете все представить, что я умудрилась на него выйти. То есть это человек, к которому в очередь стоят люди, которые там не принимают никого. Я сначала на него вышла, он не взялся. А потом, когда нам сказали, что, типа, на Рождество нам сказали, что, типа, все, готовьтесь к самому худшему, я позвонила его секретарю, позвонила этой своей женщине. И он нас взял, и он нас лечил, и после этого Ваньке становилось все время лучше. И вот сам факт, что когда он начинал, как только он начинал с ним лечить его онлайн час, он лечил, причем ничего не происходило. Он там что-то ему говорил, расслабь то, расслабь это, расслабь то, и что-то там в себе медитировал, я не знаю. И Ванька тут же засыпал, вот, причем он, это совершенно не имеет ничего общего с верой, он немножко по-русски даже говорит, этот китаец, он уважает очень христиан, то есть это вообще он никаких подоплек духовных там нет. Вот, и там вот женщина, которая нас лечила, она верующая, то есть там это просто другая система лечения. То есть я к чему говорю, что я все сделала, вот реально все, я больше, вот я, правда, Ванька ушел, я не могла больше сделать ничего. И вот в комментариях мне писали, что в разных религиях же по-разному, да, что вот, по-моему, в мусульманстве говорят, что дата рождения и смерти предопределена. По-моему, мне как раз Лариса и написала это. А молитвами можно изменить то, что между. А саму дату смерти изменить нельзя. Ну, христианство учит не так, но там у нас нет конкретных. То есть там считается, что молитвой ты можешь многое изменить, но не все и не всегда. Зависит от молитвы. У нас был очень интересный случай в храме. Женщина поехала в монастырь, у нее 2 детей, мальчик 17 лет, девочка, ну они дома остались с мужем. Она поехала в Почаевскую лавру. И у них, естественно, они поехали группой, соответственно, это все бронируется заранее, то есть она туда и обратно, все билеты были там. И вот она там была, они молились, ходили на службы, и вот они прощаются со всеми, и там какой-то старец, он к ней подходит и говорит: тебе нельзя уезжать, останься, молись. Она говорит: ну как я могу не уехать, у меня тут все же забронировано. Он говорит: нет, оставайся, может быть, отмолишь. Она в тот момент ничего не поняла, села, уехала, потому что действительно деньги были потрачены, билеты были куплены. Она приезжает, и через несколько дней у нее погибает сын, они идут на тарзанку кататься, и он падает, ничего страшного там не было, но он упал спиной на какой-то сучок, который ему пропорол позвоночник, и мгновенная смерть. И вот она потом, вот у нее вот было это чувство вины, о котором я говорила в прошлом выпуске, что если бы я осталась бы, то я бы, да. Но дело все в том, что человеку, вот, как правило, говорят конкретные вещи только святые люди, потому что они обладают даром прозрения, чего человеку говорить можно, а чего нельзя. И человек, наверное, вот этот старец, наверное, видел, что, может быть, есть маленькая возможность, что она его отмолит, но, наверное, не мог сказать, то есть он чувствовал, что нельзя говорить. Но дело все в том, что она не бог, то есть она уехала, потому что действительно она действовала по нормальным нашим человеческим представлениям. Билеты были куплены, она не могла отложить, ее ждала семья, у нее был отпуск, то есть она не могла никак ничего сделать. Только очень духовно зрелые люди, у которых есть духовник, которому они, безусловно, верят, такое могут сделать, взять и отложить все билеты, там, взять дополнительный отпуск и так далее. И вот это чувство вины, оно как раз из этой серии, когда она ничего на самом деле сделать не могла, и винить себя в этом не было абсолютно никакого смысла, но мать по-любому себя винит, как и я себя виню, и знаете, да, что, почему мы с вами о вине-то говорили вчера. И вот это вот вопрос, да, насчет того, что такое предчувствие, это благословение или проклятие, я не знаю. Если у человека есть возможность изменить, наверное, все равно, вы знаете, вот тот факт, что у меня было все равно такое чувство. Первое, что мы сделали, когда Ванин диагноз, мы просто ему сделали МРТ с этой опухолью, да, и мы поехали сразу в баре к Николаю Угоднику. Там Ваня причастился, соборовался, и там ему батюшка, отец Вячеслав, настоятель, сказал, что тебе теперь нужно причащаться каждую неделю. И вот с этого времени каждую неделю Ваня причащался. Неважно, в каком он был состоянии, либо он сам ходил в храм, либо к нам приходил священник. Он соборовался еще 2 раза за 3 дня до ухода, он соборовался. И, безусловно, я за него молилась. За него молилась, вот у него же духовный отец владыка Павел, то есть вся Коломенская и Крутицкая митрополия, огромное количество храмов за Ваньку молилась.
За него подавали записки наши знакомые вообще в кучу монастырей по всему, то есть по миру, я могу сказать, и в Греции, и в Сербии, и где только вообще не, в Румынии за него везде молились, в Венгрии, понятное дело. Вот. И вы знаете, ничего не помогло. Вот в тот момент я уже понимала, что на то есть воля Божья. Мне это было принять безумно сложно, но у меня было такое ощущение, что это предрешено именно не врачами, да, хотя я не забываю, да, то есть я на врачей это зло затаила, и я стараюсь с этим бороться. Вот. Причина Ванькиного ухода, ну, во-первых, вы знаете, я сейчас действительно очень сильно пересмотрела все свои представления. Во-первых, про Ваню говорила его врач, который его знала с младенческого возраста. Она говорит, что у него настолько чистая душа, что она не для этого мира. И подсознательно душа не могла принять вот этого мира. Действительно, Ваня был очень странным. То есть он, как вам сказать, вот такое было ощущение все время, что он действительно живет в двух параллельных мирах. Частично здесь, частично там. Он как будто бы вот зависал. То есть это не психическое, то есть он прекрасно закончил школу, у него были пятерки, там он не отличник, да, но у него он человек, который, например, не читал книги, но писал замечательные сочинения, знал огромное количество, то есть у него были энциклопедические знания, причем, убейте меня, я не знаю, откуда он их брал. Вот мы в Германии жили, когда он в больнице лежал, там очень много мигрантов, медсестер из медперсонала. Самые разные страны. Слушайте, вот кто бы ни приходил, он про этого человека, про эту страну знал не просто, что она есть и где она есть. Он знал столицу, какие там есть города, какие племена, какая у них правящая партия, какие еще некоторые города, и чем вообще эта страна знаменита. Его все спрашивали, ты что, у нас был? Он говорит, нет, да, говорит, обычно люди вообще не знают ничего про нашу страну. Я там типа сидела и молчала, думаю, лучше рот не раскрывать, чтобы не позориться, потому что как раз я-то вот была из тех, кто ничего не знает. И вот он просто очень интересно, откуда он знал. Вот периодически ощущение было, что он живет вне денег. То есть он вообще не понимает, что это такое. И не потому, что он богатый и избалованный, а потому что вот у него появлялись деньги, например, он совершенно спокойно начинал платить за своего тренера, за какие-то вещи. Он говорит, мам, ну у меня же есть деньги, вот я и заплачу. Я говорю, Вань, ну это твои карманные, на твои расходы. Мам, мне ничего не надо. И вот не было у него никаких пристрастий к вещам никаких. Вот все, что после него осталось, его личное, это планшет, телефон и наушники. Он не изменял под себя пространство, у него не было каких-то коллекций, у него не было ничего, что он бы любил особенным образом, ни вещей любимых. То есть и что-то он носил чаще, что-то реже, совершенно спокойно относился к потере, чего бы то ни было. То есть абсолютно вот человек какой-то вне, ну, родился он на Рождество, да, он как будто бы вне, вот вне нашей шкалы ценностей рос все время. И вот для меня он был как ящик Пандоры, но не в плохом плане, потому что никогда плохих сюрпризов от него не было, а были смешные сюрпризы. Но как-то было вот это ощущение, что ты не совсем этого человека, не совсем понимаешь, что в него внутри. Например, вот у него были такие диагнозы, ему все время в лицо говорили врачи, что, опять же, на том канале я рассказываю, ты умрешь. Вот скоро готовься, там, ты умрешь. Вообще без всяких психологов, без в лоб. Причем даже тогда, когда еще вообще ничего не поставлено было. И, кстати, нам так и не был поставлен окончательный диагноз полностью. Взяли гипотетический диагноз за основной. И он никогда со мной не разговаривал про смерть. Только один раз спросил, она что сказала про врача? Говорит, что я помру. Я говорю, Ваня, ну ты же сам понимаешь, сколько нам всего говорили. И вот он замолчал. Со мной никогда не обсуждал. И все время был очень позитивен со всеми друзьями. Я поправлюсь, у меня будет все хорошо. Но что было у него на самом деле, я не знаю. Хотя мы все время разговаривали по душам. Я пыталась его вывести на работу с психологом. Удалось это вывести за 2 дня до его ухода. И он вроде бы мне все рассказывал, но я, тем не менее, не знаю, так ли это. Вполне может быть, что он, видя, что я очень сильно переживаю, просто не хотел меня волновать. Вот от Ваньки это совершенно можно было представить. Вот, и здесь, вот, знаете, как бы, у меня муж все время говорит, что он сам хотел уже уйти. Долго, говорит, не мог решиться, а потом уже решил, что он не хочет больше. Мне это безумно было больно слышать. Я ему говорила, слушай, не смей так говорить, я просто не могу, я не могу себе представить, что он мог нас бросить. Но, в принципе, я даже понимаю, когда этот перелом мог произойти. Он очень хотел приехать домой на Пасху. И потому что он мечтал увидеть Джека, полежать с бабушкой, с дедушкой, поговорить. Но только он приехал, он еле ходил. Ему было очень тяжело подниматься по лестнице. За 5 дней он поднялся к бабушке с дедушкой только 1 раз. И настолько с трудом, потому что у него было бактериальное вот это вот остеомиелит, который связан был, естественно, с болью в конечностях, рана открытая на спине.
И он поднялся туда с трудом. Мыться был огромный труд, потому что у нас рядом, где он всегда мылся, это ванна. В ванну он влезть не мог с его размерами, задрать ноги, вот это вот не мог. Потому что у него были очень ограниченные движения конечностей из-за открытой раны на крестце. Мы спускались в душевую кабину вниз. Это, значит, 20 с лишним ступенек, причем так по такой лестнице, у нас старый дом. То есть это была целая... Муж у меня понастроил ему этих самых перил, но эти все перила были для него слишком низкие, потому что Ванька же очень высокий. И это была целая... То есть каждый раз идешь там полчаса в душ, полчаса обратно. Весь в мыле, он и я. И, в общем, как мне кажется, что он прямо хотел обратно домой, в Германию, потому что испытал безумное разочарование, потому что он-то хотел вернуться здоровым, получилось, что он не вернулся здоровым. И он понял, видимо, что так он не хочет. Вот. И, но знаете, вот опять же, предчувствие, да, и вот Господь вроде его забрал. И был момент, когда я на него сердилась, правда, очень короткий, потому что я настолько зрительно видела, как Ваня уходил, и я видела, что он уходил как ангел, абсолютно. И вот этот сам факт, я видела, как он сильно изменился в позитивную сторону за время своей болезни. Он, наоборот, вот как его друг сказал, он всех подбадривал, он никогда не... То есть это человек, который прошел огромный духовный путь. Вот, и... Тут, знаете, у меня еще тоже такое пришло в процессе понимания, что Господь послал болезнь, да, ну или он сам ее подцепил, я не знаю, неважно тут, послал ли кто, даже действительно у людей неверующих складывается ощущение, что Господь прям посылает болезнь. Господь попустил, разрешил этой болезни произойти. Но я прекрасно понимала, что есть два пути, что ребенок не моя собственность, как совершенно правильно написал кто-то у нас в комментариях. Ребенок тебе дается на время, ты его воспитываешь, но ты не можешь повлиять на его судьбу. То есть можешь, но очень ограниченно. То есть ты не знаешь времени его рождения, ты не знаешь времени его смерти, ты ничего не знаешь. В процессе этого ты можешь как-то внутри этого круга, ты можешь влиять. И у меня в какой-то момент пришло понимание того, что у нас есть два пути. То есть есть путь у Вани, он встретился с этой болезнью, и ему нужно принять определенные решения для себя, ему нужно с ней бороться. А у меня есть задача помогать ему во всем. То есть вот вплоть до того, что душу отдать за него. И я это делаю 24/7. То есть без единого ропота вообще, я с ним ругалась, потому что я заставляла его питаться правильно, я заставляла его ходить, я держала в нем ощущение, что вот я завтра поправлюсь, как вот Саша будет свадьба, ты как собираешься на костылях к нему идти? И потом, когда я себя очень казнила за то, что я на него ругалась, мне психолог сказала, вы знаете, я, говорит, с ним разговаривала за 2 дня до его смерти, он себя чувствовал абсолютно живым, и говорил все время, что он поправится. То есть вы его сохранили человеком. Если бы вы, говорит, от него отстали, ничего бы ему не говорили, он бы понял, что он уже умирает, и настроился бы. А так вы его сохранили живым. Вот, то есть вот это мне, конечно, очень помогло, чтобы вот это... И она мне назвала вот это. Это у вас невротическое чувство вины. Каждый раз, когда оно приходит, я, говорит, не могу на это повлиять, но вы себе это говорите. Слушайте, помогает. Как только приходит чувство вины, я говорю, так, невротическое чувство вины, я и невроз, это две разные вещи. И получается. Вот, и получается у нас как бы две линии испытаний, да, его и мои, они разные, я не могла повлиять на его, а он не мог повлиять на мою. Каждый должен был прожить свой собственный путь. Я вместе с ним, я молилась всеми фибрами своей души, абсолютно, то есть однозначно я могу сказать, что я уверена, что в его изменении в лучшую сторону, на его изменение повлиял Господь Бог, безусловно, священники, с которыми с ним встречались, я и он. То есть мы вместе, то есть если бы я воспринимала это как кару Божью, я ему все время говорила, Ваня, болезнь это не за что-то, а для чего-то. И мы даже не знаем любую болезнь, которую Господь посылает, даже там смертельную болезнь, это для чего-то. Это мы же жизнь не кончается, жизнь вечная, это только часть. Вот. И смотрите, вот сейчас, да, 111-й день. Посмотрите, какое произошло изменение. Вот даже если меня включите на 57-й день, как сейчас. Во-первых, я вам без слез обо всем этом рассказала. Причем не то, что я сдерживаюсь. Я совершенно спокойно об этом рассказываю без слез. Раньше я встречала любую Ванькину вещь. Меня это все переворачивало изнутри. Я не могла к ним прикоснуться и убрать, и я не могла смотреть на них. Сейчас я смотрю на них с теплом и с любовью, как с вещами человека, который сейчас находится там, где все намного лучше. Ботинки богаче, брюки лучше, он красивее. Вот полное ощущение живого человека, который просто не здесь. Я все время
ощущаю, как я вам не раз говорила, это совершенно искренне. Я ощущаю тепло, радость его присутствия. И чем больше я занимаюсь тем, что я занимаюсь, вот блогом нашим, чем больше я с вами общаюсь, чем больше я отвечаю на сообщения, думаю, я же и свои мысли таким образом привожу в порядок. То есть, как оказалось, я-то хотела просто помогать, а оказалось, это имеет в обе стороны эффект. Вот, и в этом тоже я могу сказать мудрость Божия, потому что ты рассчитываешь на одно, а получаешь совершенно другое. Как я и говорила всегда, что рай и ад Господь сам себе, в смысле человек, сам себе устраивает на земле. Нам не нужно ждать, пока нас кто-то будет на сковородках жарить. Мы сами себя спокойно вот так вот поджарим, по себе знаю. Вот, и здесь вот, знаете, вот сегодня, вы же видите, я сегодня в другом интерьере, мы переехали с дачи на несколько дней, да, на рабочих, ну, переехали. И вот для меня это, может быть, эти мысли сегодня мои, они связаны, потому что эту тему-то я себе записала, но я сегодня опять хотела говорить о другом. И меня почему-то навеяла вот эта наша поездка, наверное, то есть ощущение переезда, перехода. У меня было ощущение, что Ванька едет с нами в машине, хотя фотографий со мной не было, поскольку на даче своя фотография, здесь своя. И я все равно чувствовала, что он со мной. И в то же время, как у всякого нормального человека, у меня закрадываются сомнения, не все ли я себе придумала, а не как бы не это самое, не вот как бы не это, не кукуля я, да. Но я вот вам проспойлерила уже интервью, но я не буду говорить дальше, там я получила тоже свидетельство о том, что я не псих. То есть, скажем так, что я получила свидетельство о том, что Ванька жив, и очень счастлив, и у него все хорошо. Настолько хорошо, я это действительно чувствовала уже до этого, это было просто подтверждение. Вот, и у меня такое ощущение, что Ванька во всем нам сейчас помогает. И не только у меня такое, у мужа такое же ощущение ровно. У него стал бизнес намного лучше идти с тех пор, как Ваня ушел. У Саши все наладилось абсолютно. У меня все наладилось, у бабушки с дедушкой, насколько это может наладиться в этой ситуации, да, то есть, ну, понятно, что мы горюем. Но по сравнению с тем, что бабушке 81, дедушке 87, они не упали и не умерли в инфаркте, они, в общем, могут улыбаться и смеяться, и я их постоянно... Вот блог наш они смотреть не могут, вот это точно. Мама только комментарии читает, а блог сам она не может, начинает плакать. Дед смотрит периодически. Вот, и как-то, вот, знаете, такое ощущение, что он, я не скажу, стал ангелом-хранителем, потому что у них своя функция, да, но он стал действительно семейным покровителем, как это сказал владыка Павел. И именно поэтому я вам совершенно искренне говорю каждый раз, что я абсолютно уверена. Вот как я детям говорю, зуб даю. Я уже столько раз давала зубы, что если бы я не была права, то я была без зуба. У меня все зубы свои, слава богу, кроме одного зуба мудрости. Вот. И я действительно зуб даю, что ваши дети в хорошем месте, им там реально очень хорошо. Потому что, по большому счету, я стала воспринимать... Вот, вы знаете, вы сейчас, может быть, меня начнете кидаться тапками, особенно те, кто находится в острой стадии боли, горя, и не может даже себе представить, как я такая могу с маникюром там и в ярком платье что-то говорить такое, но я через это все прошла. Я на это имею право, потому что я ровно то же самое пережила, что вы. Но у меня, знаете, такое ощущение, что вот как отец Михаил сказал, когда Ваню отпевал, я впервые понял, что смерть может быть не только испытанием, но и радостью. И потом другой священник сказал, что это не смерть, это успение. То есть успение – это такое, когда человек засыпает. Успение – это с церковно-славянского языка. Как у Богородицы было успение. Вот. И я действительно стала воспринимать смерть как награду. Потому что у меня такой, представляете, если вечная жизнь, есть, и, кстати, об этом есть в Писании святых отцов, но пока тебя это не касается, ты проходишь мимо. Речь идет о чем? Что есть определенные вещи, которым душа, не имея тела, не может научиться. Это сострадание деятельное, милосердие, это любовь к ближнему, это помощь ближнему, это принятие его недостатков. Ну, потому что, представьте, если все там в раю души ангельские, то там ты этому не научишься никак, потому что там некому сострадать, не о ком заботиться, некому сочувствовать. И души посылаются на землю на какое-то время, для того, чтобы научиться этим качествам. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Кто-то начинает здесь свинячить. Вот здесь я не знаю, это Господь знает, какая у них там судьба будет и как это повлияет на их. Может быть, их опять пошлют на второй год. Может быть, нет. То есть, я не знаю.
Но у меня такое ощущение, что вот наши дети, которые ушли, они получили награду, потому что, если так посмотреть, наш мир — это совсем недоброе место. Это место, в которое каждый локтями, зубами выкусывает себе место, место, в котором огромное количество войн, кровопролития, подлости, взяток, полного равнодушия друг к другу. Вот слушайте, я лечилась в платных клиниках, да, в Германии, в лучших. Полное равнодушие абсолютно к людям, вообще полное. Нежелание слушать кого-либо. Средний медперсонал очень хороший, а вот врачи — это очень тяжелый случай. Хотя они умные все, они действительно, наверное, хотят помочь. Этого очень не видно, но наверное, хотят. Вот. И главная задача для нас всех здесь — сохранить человеческий облик. То есть для души, вот мне кажется, наши дети, кто раньше времени ушел, они просто избранные, потому что они за короткое время этому научились. И их отсюда забрали, и они говорят: Господи, слава тебе, Господи, что мы наконец оттуда ушли, потому что там классно. Об этом, кстати, говорят все, у кого было состояние клинической смерти, в том числе и та женщина, которую я вас приглашу. Все люди, которые ощутили эту радость, не хотели возвращаться. Их туда чуть ли не пинками обратно выталкивали, говоря им, что у тебя семья, иди уже обратно. Вот, и это, понимаете, в связи с тем, что это были разные люди, разных вероисповеданий, в разные времена, они говорили все одно и то же, мы имеем основание знать, думать, что это так и есть. И нам с вами, да, это испытание, безусловное испытание. Но опять же, наша задача в чем? Сохранить человеческий облик, принять, то есть, учитывая, что наши дети там, и им хорошо, нам надо научиться здесь жить и тоже дарить тепло. То есть нам надо, мы же тоже души такие же, как они, у нас тоже задачи быть милосердными, быть любящими, быть незлобными там, и так далее. И наши вот эти нехорошие эмоции, которые нас затягивают в пучину, пытаться от себя откидывать. То есть это то, о чем я говорила во вчерашнем видео. О том, что вот эти вот эмоции безумного вот этого горя, они могут помешать нам слышать наших близких. Не потому, что мы грешим этим, не потому, что мы плохие, мы матери. Я уверена, что Господь каждого из нас простит, потому что Он прекрасно знает, что такое боль матери. Но нашим детям, мне кажется, это доставляет боль. То есть я совершенно точно чувствую, что Ванька недоволен, когда я плачу. Вот абсолютно точно, я это знаю. Я не знаю как, я вам не могу сказать. Вы можете сказать ку-ку и уйти с канала. Я здесь говорю, это мой дневник, мои ощущения. Я на них полностью имею право. Вот. И вот так, если подумать, да, мы посмотрим с вами на богатых, на людей, которые имеют власть. Кто из них счастлив? Вот по ним же видно, что нет. Они жутко боятся эту власть потерять. Они же жутко гребут под себя там деньги и все. Они готовы убить кого угодно ради своего блага. Это счастье? Я считаю, что у них в душе уже ад такой, что несмотря на то, что они получают много денег, сидят на золотых унитазах, говорю в переносном смысле, от этого счастья-то им не прибавилось. И мне кажется, что лучше быть бедным, но с хорошей семьей, чем богатым, с золотым унитазом в дворце, да, мраморном, но быть одному, или когда у тебя там дети на тебя не смотрят, или у тебя 25-я жена, которая вышла тебя замуж только за твои деньги и не будет тебе в больницу приносить апельсины, да, из которой ты вынужден подписывать брачный контракт. То есть, слушайте, это вот такой момент, что как бы вот золотой унитаз не является мерилом счастья вот, в нашей жизни. И, собственно, у меня такое ощущение, что вот эти злые люди так и живут долго, потому что они никак пытаются все-таки вот эти души внутри их. Вот, представляете, такая душа Божья, она пытается вот из этой оболочки всякое «г» убрать. У нее не получается. И в конце концов этот огонь может погаснуть вот внутренний в результате их злодеяний. Мы с вами этого не видим, но если брать вечную жизнь, то мы не знаем, чем для них это аукнется. Вот. И на самом деле, вот здесь вот я уже по поводу вот этого всего, да, сказала, что я считаю, что для наших детей, я им завидую, я считаю, что им Господь раньше нас дал мир, покой, счастье и радость. А нам надо с вами этого еще добиваться. Нам надо еще показывать, что мы это умеем добиться даже... И, кстати, вот знаете как? Вот для нас это тоже экзамен. И есть люди, как в школе, да, бывает у кого-то в разных школах, бывают у кого-то экзамены очень простые, бывает, когда экзамены очень сложные. Вот мне кажется, нам с вами выпал самый сложный экзамен. И сказать, что это плохо, не поймите меня неправильно. Я никогда не скажу, что хорошо, что наши дети ушли. Вот если у вас создалось такое впечатление, что я говорю, о, как классно они ушли, они там избранные.
мое сердце болит за Ваньку. Я же земная обычная женщина, я по нему скучаю. Но у меня ощущения такие от того, что он счастлив там, да, и я начинаю себя обосновывать, да, почему. Вот когда тебе выпадает очень сложный экзамен, то на самом деле тебе кажется, что тебе плохо, а на самом деле это тебе хорошо, потому что когда ты сдаешь сложный предмет, у тебя формируется больше нейронных связей, у тебя развивается ум, и ты будешь более востребован на рабочем месте, чем те, у которых был экзамен простенький, и знаний их там 1% от ваших. То есть у нас с вами безумно сложный экзамен, который нам надо преодолеть. Это преодолеть уход собственного ребенка и жить на этой земле так, чтобы наши дети нами гордились. То есть это... Я думаю, что если мы его не сдадим, Господь нас не пошлет на второй год. Ну, просто нам-то самим будет приятней, если мы окажемся ближе к нашим детям. А меня прямо все время ощущение, что как только я начинаю грустить, Ванька как будто бы от меня отдаляется. Вот. И в конце я хочу ответить на вопрос, который меня очень сильно затронул. Это вопрос одной женщины, которая спросила меня: вот, Катя, скажите, пожалуйста, как вы считаете, Господь милует или забирает к себе только крещенных или не крещенных тоже? И вот здесь, знаете, я могу сказать, что официально церковь считает, что христианская православная церковь считает, что только у крещенных людей есть ангел-хранитель, только крещенные люди спасутся. Но если мы вспомним Христа, который, не глядя, невзирая на лица, спасал всех, вне зависимости от их вероисповедания или отсутствия оного, вне зависимости от грехов, он выбирал самых грешников, самых больных духовно людей, их исцелял, не спрашивая сертификата о крещении. И есть такой профессор Алексей Ильич Осипов в Духовной академии Московской. Это человек, который очень большой аскет, я о нем уже, по-моему, упоминала. И вот он говорит, что то, что в церкви нельзя подавать записки, чтобы молились они не крещенных, это позорище и вообще стыдоба для церкви. И его, по-моему, не выгнали только из-за того, что он все опирается на священное писание и священное предание. То есть он от себя не говорит ничего. Потому что, по большому счету, вот Христос почему-то не исцелял только с сертификатом о крещении. Поэтому мое личное убеждение, да простит меня Господь, что я говорю от его имени, мне кажется, что Бог любовь не может человека не принять просто потому, что он не крещеный. Потому что мы не знаем, как... Вот, например, нам владыка Павел запретил приставать к папе и к моему мужу, что вот ходи в церковь, ходи в церковь, ходи в церковь. Отстаньте от них, я просто не благословляю вас. Вот сами ходите и молитесь за них, а им ничего не говорите. Ну, как результат, кстати говоря, дедушка ходит в храм, а Лация мой молится тоже, в Бога верит, но пока в храм не ходит. Я от него отстала. Вот. И вот... Также владыка Павел мне сказал тогда, я помню, когда мы еще, знаете, верующий, ты же как, все по Библии, все же крещенные должны быть там. Он говорит: знаете, поверьте мне, я знаю, все спасутся. Не всем будет одинаково легко, но спасутся все. Я говорю: ну как же, владыка, спасутся все. Он был 8 лет наместником Псково-Печерской лавры. Это один из крупнейших монастырей, которые никогда не закрывали. И во время Советского Союза не закрывали. И у него духовником был отец Иоанн Крестьянкин. Один из самых светлых, добрых духовников вообще, которых знала история. Вот почитайте его письма, это просто сгусток любви. Он никогда никому не говорил: ты не крещеный, поди вон отсюда. Или ты там нагрешил, уйди от меня неверный. Вот это так... Дорогой мой, если ты чувствуешь себя усталым, не ходи на службу, а то ты себя надорвешь и не сможешь работать. Не постись, если ты чувствуешь себя нездоровым. Вот в таком стиле у него были его письма. Это просто совершенно потрясающе что-то. И вот у меня такой всегда возникает простой вопрос. Ребенок родился в Африке, где все сплошные язычники, в каком-то селении, или в ауле горном, где все мусульмане. Он вообще не знает, что такое христианство. Его что, тоже в ад? Или ребенок, который умер или его не успели покрестить, тоже в ад, что ли? Слушайте, ну у меня такое ощущение, что если так, то тогда православие самая зверская религия. Но я в это не верю, потому что у меня моя душа говорит, что Бог есть любовь. И я верю в Бога любовь. Когда мне говорят противоположное, я спорю. Вот правда спорю, даже со священниками спорю, потому что я на это имею право. Я такая же дочь Божья, которая читает Евангелие, я имею право на вопросы. Потому что даже святые спорили с самим Богом. Вот, извините, прочитайте Библию, такое было. Вот. Ребята, я уже проговорила вообще совершенно неприличное время, хотя я зарекалась делать только только короткие видео. Я хочу повторить следующее, что я не считаю, что хорошо, что наши дети ушли.
Я считаю, что это великое горе для нас с вами. Но при этом я считаю, что есть вечная жизнь, что нашим детям там хорошо, они рядом с нами, они радуются, когда мы радуемся. Им очень хочется, чтобы мы радовались. Они за нас беспокоятся, переживают и нам помогают. Горе матери не грех. Просто матери самой станет легче. И ребенку станет легче, если ее горе станет светлее, она начнет жить. Но никто не осудит горе матери, которая горюет. Просто потому что, хотя бы потому, что мы не должны вообще никого судить. Тем более, как можно осудить человека, у которого горе? Я не представляю. Даже если мы этого не понимаем. Я действительно каждый раз, каждый день хочу сказать, что я молюсь за всех за вас. То есть я просто, кого я не всех помню по именам, поэтому я говорю за всех наших слушателей нашего канала, за их ушедших близких, детей, родителей, там, братьев, сестер. Кого-то я знаю по именам, их упоминаю. И каждый раз я дермужу Ваньку, чтобы он нашел всех там, и вместе они познакомились. У меня такое ощущение, что он мне просто передаст скоро: мама, отстань от меня, хотя бы на том свете отстань. Дай мне жить своей жизнью, я и так со всеми уже знаком. Потому что я ему все время в церковной школе, знаете, приходит кто-то, новый ребенок, я ему говорю: Вань, смотри, там мальчик, он один совсем, пойди поговори с ним. Он мне говорит: мама, ну что ты ко мне пристаешь? Он шел, говорил, и потом говорит, все время надо мной издевался. Конечно, ты считаешь, что ты должна я должен подойти и сказать: давай с тобой дружить. То есть вот это вот ехидство было, но при этом он действительно ко всем всегда подходил. Итак, завершая, прежде чем сказать, что я вас обнимаю, я считаю, что, то есть у меня есть некий дуализм, и я считаю это нормально. С одной стороны, я хочу жить здесь, творить добро, работать, любить, делать доброе для семьи, для окружающих. С другой стороны, я очень хочу услышать Ваню, увидеть Ваню и быть с ним вместе. Но я отдаю первенство в этом вопросе Господу Богу, потому что Он знает намного больше, чем я. Ну, несравнимо больше. И я чувствую, что все, что Он делает, это во благо моим детям и мне. И я знаю, что мы с вами на очень трудном пути, мы сдаемся очень сложный экзамен, но я также знаю, что дорогу осилит идущий. Вот. Нам не обязательно идти по километру в день и даже по метру. Нам можно пройти сантиметр, но мы все равно тогда на сантиметр окажемся ближе. Все вместе за руку, взявшись. Я действительно за вас молюсь, я вас очень люблю, я сочувствую каждой из вас. Даже, знаете, тут я подумала, что в одном видео я сказала, что я вас обнимаю всех, даже если вы меня не любите, я вас все равно обнимаю. Потом я поняла: Господи, как это звучит. Я тебя все равно поцелую, хочешь ты этого или не хочешь. В общем, я вас реально все обнимаю, я думаю это всерьез, потому что у нас в церковной школе все всегда обнимаются, и сами дети подходят, чтобы обняться. И вот сколько лет им уже, самым старшим там по 30 и так далее, они приходят и обнимаются. И им это очень нужно, от малышей до взрослых. Вот я вас реально, пусть и виртуально, но я вас реально всех очень крепко обнимаю. Я считаю, что вы мои родные люди, совершенно искренне. И вы мне даете столько радости и столько тепла, я вам безумно за это благодарна. Огромное вам спасибо за внимание. Просто моему многословию сегодня нет границ. До свидания.